Как полюбить себя? Честно говоря, у меня никогда не было потребности специально саморазвиваться в этом направлении и искать ответ на этот вопрос. У меня, как и у всех, были разные отношения с собой на разных этапах взросления и в кризисные периоды жизни. И я не могу сказать, что у меня при этом были мысли об отсутствии любви к себе. Я не стану рассуждать, что это такое, потому что и без меня об этом уже довольно много сказано. Мне хочется посмотреть на эту тему под другим углом. Ставлю вопрос иначе. Можно ли разлюбить самого себя? И поговорю об этом с собой через медиацию с тремя картинами. Когда смотрю на этот автопортрет Дюрера, у меня возникает внутренний вопрос. Кто он там сам для себя? Творец или результат чужого творения? Здесь четко читается образ Христа, в котором он себя написал. Но считал ли он так на самом деле? Долго разглядываю картину. Сначала я обращаю внимание на позу, которая вызывает у меня ощущение уверенности, стойкости. Но мне все время хочется посмотреть в его глаза. Однако я не могу поймать взгляд. Он не обращен строго прямо, а слегка в сторону. При этом у меня нет ощущения, что он рассматривает что-то в комнате. Я думаю, что он смотрит в глубину себя, в свои воспоминания. Возможно, он проживает в эти секунды самые важные события в памяти, которые помогли ему сформировать эту уверенность и стойкость, которая теперь читается в теле. Для меня это про самоуважение, признание своего пути и его результатов. Это дает ему право считать себя творцом своей жизни. Но в то же самое время меня не покидает ощущение сомнений здесь. Я смотрю на его руку, которая держит край одежды, чтобы та не распахнулась. Именно через это я ощущаю сомнение. Если убрать все наносное, останусь ли я тогда творцом? Или все это влияние других людей и обстоятельств? Буду ли я дальше жить как творец? Или соглашусь быть результатом чужих правил? Мне хочется оставить его в этой точке, в точке сомнений, где его любовь к себе уже проявилась в самоуважении, но еще не окрепла. Я остановилась на точке сомнений. И теперь попробую через вторую картину рассмотреть, что может украсть это самоуважение и пошатнуть любовь к себе. Картина Ван Гога «Скорбящий старик». Старик прожил, вероятно, долгую жизнь. На этой картине мне кажется, что он в точке сожаления и боли. Что привело его к этому? Комната, в которой он находится, довольно светлая, теплая, уютная. В камине горит огонь. Нет лишних предметов, вокруг так чисто, словно он поддерживал безупречный внешний порядок, пока внутри все рушилось. У меня возникает мысль, что в целом он прожил жизнь по канонам, по тем сценариям, которые приняты в обществе. Сейчас он имеет уютный теплый дом, он не выглядит больным или изможденным, но его душа плачет здесь. Это словно альтернативный сценарий, где человек решил не быть творцом своей жизни, а стал результатом творения других, их потребностей, правил. Да, он остался в безопасности, но какой ценой? Здесь он теряет то самое самоуважение, теряет любовь к себе и считает, что больше ничего нельзя изменить. Жизнь прожита. Точка потери любви к себе не обязательно может быть в конце жизненного пути. Когда я уже в ней, как я могу заново пересобрать любовь к себе? И слово «пересобрать» здесь не случайно, потому что есть опыт, есть обстоятельства и условия, которые мы не можем просто вычеркнуть или забыть.
но мы можем подумать, как перестроить конфигурацию. Эта картина клея хорошо помогает поразмышлять об этом. Персонаж здесь словно собран из разных кусочков, но образует при этом четкую форму и представляет собой нечто цельное. При этом я не ищу здесь идеального соответствия симметрии. Я вижу в этом образе очень много любопытства и энергии. Румянец на щеках, приподнятые брови. Что вызывает это любопытство? Как это поможет вернуть любовь к себе? Это интересно. Его взгляд напоминает мне в точности взгляд Дюрера с первой картины. Он был обращен в глубину своего опыта. И этот персонаж, я думаю, смотрит туда же. Если во второй картине старик прятал глаза, закрывал их руками, словно не желая видеть тот путь, который привел его в ту точку, то персонаж третьей картины, наоборот, открывает глаза шире, бросает себе вызов, разрешает себе рассмотреть и, главное, принять все шаги, присвоить не только успехи, но и поражения, заметить и в них себя в роли Творца. Любовь к себе не возникает как данность и не возвращается в чистом виде. Она складывается из всего прожитого, из ошибок, из уязвимостей, из сомнений. Можно быть цельным, оставаясь при этом собранным из разных кусочков. Если я уже люблю себя, это не значит, что это чувство непоколебимо не может пропасть. Но если так произошло, я думаю, что любовь к себе можно пересобрать, если позволить себе смотреть прямо на свой путь, во всех его гранях, и признавать в нем свою роль Творца.